чуть-чуть ниже меня сидит. Смысла нету никакого. Как на оборотах поехал, уже расход падает. Есть автомобили, которые сопоставимы по цене. Это уже плюс. Это комфорт, это маневренность. Поняли, да? Крылья здесь пластиковые. Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня на канале моя машина. Да, вы не ослышались, моя машина. И теперь кто-то может спросить, ты что, в Ваге разочаровался, что ли? Все, ребят, нормально, никто ни в ком не разочарован. Audi Passat не проданная, не у меня. Так что, хейтеры, не смейтесь, не надейтесь, все в порядке. Так почему Mitsubishi? Объясняю. Потому что, если покупать Tiguan, это 2011 год. О ней мы сейчас поговорим, посмотрите это видео до конца, все расскажу и покажу. Сразу сейчас отвечу, я много вашего времени не займу. В общем, покупать Tiguan — это тот же самый автомобиль, это тот же самый B6 Passat. 2011 года это будет 2-литровый дизель, E189, то же самое, что у меня на B6 стоит. Поэтому смысла в такой же самой, еще одной машине, такой же самой по конструкции, смысла нету никакого. Хотелось что-то другое, и хочется самому развиваться, попробовать что-то другое. Это другой двигатель, другой бренд японский, первый японец у меня вообще, в принципе, компакт-кроссовер это. А мне всегда были автомобили D-класса. И он немного отличается, чем легковые автомобили. Мы вот поговорим об этом всем видео. Но автомобиль мне нравится. Если в целом по отзывам пройтись, то он зашел. Почему Mitsubishi? Потому что он внешне очень похож еще на Lancer 10, который мне понравился, который был на обзоре. И вот эта вот внешность схожа с Lancer 10, и она меня купила. Ну и Mitsubishi хороший бренд, как я еще рассказывал, что Lancer очень хороший автомобиль на повседнев. И здесь, по сути, тот же самый Lancer на каждый день, только в кузове компакт-кроссовера. По Tiguan все понятно. Плюс к тому еще Tiguan дороже, если в доллары переводить, потому что он с Литвы приехал, этот автомобиль, то там в евро цены. Но если в доллары переводить, то примерно на 1500 долларов Tiguan дороже, чем Mitsubishi. Ну, чуть меньше, может, я так ориентировочно беру. Есть автомобили, которые сопоставимы по цене, только там уже от Tiguan название осталось, ну и честь и память. Вот, по сути, то есть сопоставимые по состоянию автомобиля отличаются по цене. Поэтому по вышесказанной причине Tiguan еще и не брал. И также еще и цена сыграла. Плюс еще, почему можно было взять Qashqai, либо Kia Sportage, что-нибудь такое искать. Но опять же, Qashqai красив, хорош. Был такой же Qashqai у нас на канале. Но 1.5 К9К хороший двигатель, но он 8-клапанный, и он комфортный по городу. Ну, не более того. Здесь все равно хочется динамики, хочется 16-клопа, поэтому выбрал именно этот автомобиль. 2011 год. Самое главное, кузов. Кто помнит проект Audi A4 Maiek, кто не смотрел, посмотрите, ссылочку я оставлю. Здесь еще преимущество, конечно, в годе выпуска, но еще и... Поняли, да? Крылья здесь пластиковые, потому что в Audi переднее левое крыло мы заменили, переднее правое Серега спас, переднее левое пришлось менять. Здесь вот с точки зрения даже этих мелочей, хотя это не мелочь, уже экономия. Ну и по кузову никакого криминала нету, днище тоже красивое, но все же его стоит обработать, и я сделаю, когда будут более благоприятные погодные условия, так она особо мало сейчас ездит. Кто, опять же, не смотрел, посмотрите, видео-то делал. Там, по-моему, 238 долларов вышло. Я обработал днище и все 4 стакана в Audi. Каким материалом, что, как я делал, песочил, и все это вот вышло в такую сумму. Посмотрите это видео. Кому это... А я рекомендую вам сделать это со своим автомобилем. Особенно с новыми американцами, которые гонят из Америки, даже более свежие автомобили из Европы, где они практически не обработаны.
Это нужно сделать первым делом, потому что через 4 года можете офигеть. Особенно, если вы активно по трассе автомобиль эксплуатируете. По ходовой. Спереди Макферсон, сзади многорычажка, а не балка, как у большинства ее конкурентов. Это уже плюс. Это комфорт, это маневренность. Ее не тянет на кольце в сторону, как вот автомобили на балке, потому что всегда какую-то сторону балку тянет. Что не делай, физику не обыграешь. И это огромный плюс. Также при покупке был выбор купить ее, либо черный автомобиль. Вот было два автомобиля, мне скидывают фотки, вот выбирай, что хочешь. Поэтому полноприводный был черный автомобиль. Ну как полноприводный? С подключаемой задней осью на муфте. Я уже сказал, что и с портеджами, и с кашкаями возятся. И мне полный привод вообще не нужен, в принципе. Есть буханка. Я ее все равно не погоню на бездорожье, не буду на ней горки штурмовать. Поэтому полный привод нафиг не нужен. А комфорт задней ходовой мне нравится. Потому что многие люди покупают именно с балкой. Макферсон и балка, дешево и сердито. Но, ребят, у меня и B6, и Audi A4, в Audi A4 задняя ходовая вся, не новая, там сальноблоки не меняны, но я на ней уже поездил и по ямам, и за зиму я ее не разбил, там хорошая ходовая по состоянию. В B6 я заменил только 2 сальноблока и 2 штуки стабилизатора. Все. За 6,5 лет эксплуатации, за полтинник пробега. Итак, мы плавно подошли к выбору автомобиля, цвета именно. Тот отсеялся, потому что был на полном приводе. Полный привод мне не нужен, поэтому до свидания. И хорошо, что он был черный, потому что у меня B6 черный. И хотелось уже другой автомобиль, принципиально другой, в другом цвете. И вот белый меня нисколько не смущает, потому что много автомобилей, которым идет белый цвет. Особенно даже более современным автомобилям, даже бизнес-класса, Audi A6, Mercedes 212 у нас был. Все хорошо в белом смотрится. Ну и здесь его белый цвет ничуть не портит. По кузову, как я сказал, нету никакого криминала, мелкие сколы, поэтому бояться и при этом здесь нечего. Ну и, конечно, всех буду интересовать багажник, там что по багажнику, сколько места. Я ничего особо не вожу, поэтому мне он сильно огромный не нужен. Ну вот, всякие ниши вместо запаски, много чего может сюда поместиться. В литрах я не запоминал, мне это не надо. И по большому счету багажники у меня всегда пылью покрываются в машинах, потому что мало что туда когда-то попадает. По цене, конечно, людей будет интересовать цена на такие автомобили. Такой автомобиль продается в Беларуси дизельный, один-единственный, черный, продает, по-моему, автосалон его. 13 500 долларов за такой автомобиль. Поэтому их не особо много, в основном бензин преобладает на таких, но опять же, повторяюсь, бензин я не хотел. По Кашкаям дизельным 1.5 его конкурентам прямым, Кашкаи где-то 2011-2012 года начинается 11, 12, 13 просят, ну и пошли наверх, как обычно. Вот, поэтому примерно такой диапазон за эти автомобили, 2011 год. По двигателю. 1.8 дизель, я люблю дизель, я уже сколько раз об этом говорил, у нас в основном бензиновые представлены, и дизельных машин у нас, ну, практически нет, одна, я говорю, продавалась за 13 500, поэтому только из информации, только иностранные форумы. И проблем у этого дизеля нет. Это 1.8, 4N13 двигатель, 150 лошадиных сил при 4000 оборотов, 300 крутяшки с 2 до 3000 оборотов. Крутяшка чуть позже максимальная. Почему? Потому что квадратная поршневая 83 поршень, ход его 83,1. Но степень сжатия низкая. У меня Common Rail B6 Passat, там 16,5, здесь 14,9. То есть чиповаться еще можно нормально. Несмотря на то, что здесь 150 лошадиных сил, а у меня в моих легковых вот Vago 140, те быстрее за счет этого все равно. Больше крутяшки. Здесь больше лошадей, но там больше крутяшка. Крутяшка и делает весь азарт по динамике. И там крутяшка раньше. Те уже рвут, это еще на разгоне находится. Но, тем не менее, он медленнее, но он не тупой. Он не медленный, он тоже дерзкий и быстрый. Просто с других оборотов. Но это, скорее всего, на мой взгляд, это сделано для того, чтобы не рвали так сцепление с низов. И чтобы сцепление дольше жило. Поэтому цепной привод ГРМ, блок алюминий, ГБЦ тем более алюминий. Никаких проблем по ним не выявлено. Все его хвалили. Всегда. Вот на иностранных форумах нет никаких проблем. Есть только заводские какие-то проблемы, именно недочеты, заводской брак. Но именно своих хронических проблем принципиальных у него нет. Поэтому
Будем смотреть, будем обслуживать, будем кататься, наслаждаться. В принципе, что я сейчас и делаю, наслаждаюсь этой машиной. По всему остальному все хорошо. Коробка 6-ступенчатая механика, что мне опять же нравится. У нас особо, нет смысла в автомате тупом, потому что весь мир уже сидит на роботах. Он быстрее механики. Автомат, который медленнее механики, мне не интересен. Мне важна динамика. И мы не в миллионнике живем. На механике здесь удобно ездить. Таки бензин я не брал. Потому что здесь бензин был бы атмосферный в эти года 1.6. Да и не люблю я бензин вообще, ребят. Вот если взять эти Equinox, там Coolray и все остальное, они все равно от 1.5 170 сил, они уже выжаты на максимум. И никаком 95-м там речи не идет. 95-м надо поить Логан 1.6 на чугунном блоке, атмосферный на 82 лошадиные силы. Ему уже положен 95-й. А такие двигатели по-любому 98-й либо 100-й. Либо ездить и креститься, чтобы все было хорошо. То есть по расходу топлива они будут расходовать больше, чем он. Потому что по деньгам, даже если взять, если покупать уже современный турбодвигатель бензиновый, ему нужен 98-й. 98-й дороже, чем дизель, потому что дизель 95-й сопоставимый по цене. Соответственно, по деньгам выйдет дороже. У дизеля форсунки, топливную систему можно продиагностировать при покупке, посмотреть, в каком-то все состоянии находится. И больше ничего дорогого в дизеле, в принципе, нету. Недостаток — это долбаная кочерга. Уже можно было бы газовые упоры поставить. В 2005-м в Audi уже стоит. Да блин, с начала 2000-х уже газовые опоры стояли. Но на нем тоже так весело кататься по городу. 16 стеклоп, есть 16 стеклоп. Почему это и не хотел Qashqai? Потому что вот в любой момент телефон летает, а я тормозился. Тут классные тормоза. Вот тормоза реально хорошо его в Литве обслуживали. И гаишники стоят. Кстати, ребят, ездил на литовских номерах, тормознули уже 2 раза. Езжу без номеров, вообще не тормозят. Нормально. Может, вообще они не нужны. Все хорошо и так. По салону. По пространству, да, не такой просторный салон, но любой габаритный любых габаритов водитель может здесь поместиться. По высоте также, это не легковой автомобиль. 1,5 кулака еще над головой есть. Руль, мой любимый стиль, 3-спицевой руль. Опять же, кнопки бортового меню, звук на аудиосистеме, все, что нужно здесь, климат-контроль. Опять же, механический ручник, но переживем. Ладно, хотелось бы электронный ручник. По управлению климат-контролем, настройки обдувов, в принципе, похоже, как у Вага. Такие же крутелки, разобраться можно, я думаю, ничего сложного нету. По качеству, вот такой пластик твердый, но, опять же, сверчков я и не слышал. И скрипа. Посмотрим, но... В принципе, у всех конкурентов, у всех у них одинаковый пластик, поэтому здесь искать лучшего из всех одинаковых бессмысленно. Все уже зависит персонально от состояния конкретного автомобиля. Как его обслуживали, эксплуатировали. По ощущениям, он, конечно, выше, чем B6, Аудиуха. То есть, с одной стороны, хотя вот видите, B3 задраны, он чуть-чуть ниже меня сидит. Все нормально. Все косятся, он опять мужик какой-то на Equinox косится на меня. Но здесь все-таки повыше сидишь, поэтому на нем так вот именно по городу кататься, наслаждаться интересно. Так даже вот медленнее едешь, своя аура такая. Единственное, что раздражает, это постоянно нужно отключать вот систему экономии топлива, как у многих старт-стоп, машина глохнет на светофоре. Постоянно отключаю. Напишите, кто знает, кто владеет Митсубанами, как ее отключить вообще нафиг. Потому что я лично, как педантичный автомобилист, это не люблю. Не из-за того, что у меня бзик, что машина вдруг заглохла и не заведется. Нет. А из-за того, что все равно, если я динамично езжу, автомобиль хорошо нагрет, и тут же дизельный двигатель на светофоре глохнет, сразу же, как только я остановился, это... Она мне экономит несколько грамм того дизельного топлива, но ушатает не так турбину, потому что турбина сразу останавливается в ноль и кричат, износ турбины повышается, и этой экономии
вы не отобьете ремонт и восстановление турбины. Это самообман. По месту сзади, за самим собой не тесно, все хорошо, до переднего сидения место есть. Также подлокотник с двумя подстаканниками есть. Еще люк для перевозки дальномерных вещей. Вот эта тема нравится. Это хорошо, что есть. Сам диван мягкий. Он не кожаный. Я не люблю кожу. И это плюс. Сами сидухи мягкие. Очень мягкий диван. Спереди также есть боковая поддержка. То есть не бесформенные сиденья. Очень хорошо, удобно, комфортно. И еще плюс, как и в B6 в подлокотнике здесь AUX разъем. USB, еще одна розетка, и также это удобно использовать как передним пассажирам, так и задним. Можно зарядку протянуть не все впереди, а в подлокотник очень удобно даже самому включить то, что вам нужно. Конечно, если водитель вы не мешаете. И задние стеклоподъемники электронные я уже не люблю весла. Ну, для 2005-2006 годов еще ладно, но уже в 10-х хочется от этого отойти уже полностью. По обзору зеркала большие, все классно видно. И вот опять же, можно резко дернуться, хорошо тормозиться. Тормоза менять не надо, это меня радует, это хорошо. Вот сразу подрывается. Вот 8-клопы я снимал, вот им все равно тяжелее. Вот это легко, уже 110. Все равно, казалось бы, когда садишься, она снизу такая тихая, спокойная. Вот 130 уже. Тихая, спокойная. А когда уже резко и подкидываешь, она превращается в эту нарванность, которую я люблю. Потому что все равно 8-клоп, но не то. 16 ему легче дышать. Слушай, да это уже сказано 10-20 лет назад. До меня уже другими людьми на ютубе, это в Америке не откроешь, но просто про ощущение говорю. Все равно 8-клоп, он со старта вроде резвый, а на скорости уже наоборот так душится. Чем мне нравится 16, вообще не напрягаясь. Я ему подкидываю, и он пошел. По маневренности тоже хорошо переливается, ее не тянет в сторону, не качает. Она хорошо держит траекторию, мне это нравится. Некоторые могут сказать, багажника нету, там, я не знаю, я ничего не вожу, мне вообще не принципиально. Так. Кстати, эксперимент, который я не проводил. 2500, 125, 126 км в час. 2500. У B6 Аудюхи, у Аудюхи 134 км, у B6 140. Тут 126, 127, к примеру. Ну, короче, сопоставимо с Аудюхой А4 B7, как у меня. 2.0 BLB, 16 клоп. И опять же, почему не Тигуан, ничего не ваговская? Я ваговодом остаюсь, эта машина мне тоже нравится. Хотелось именно разнообразить, я уже сказал. Что-то другого. Здесь уже алюминиевый блок, уже другой двигатель. Ну, это неплохо. 7,8, тем не менее, уже расход. Как на оборотах поехал, уже расход падает. Надо быстрее, надо больше скорости подкидывать, меньше расходовать будет. Вот. И в гору, и с горы вообще до фонаря. Идет класс. Уже за 100. Ну, классная машина, весело на ней. Так, сидишь удобно, мягкое сиденье. Я не люблю кожу, тем не менее, 140. Вот 3000, 150, 155. Не, 150. 155 уже чуть-чуть больше. 153 тысячи. Ну, 150 нормально, комфортно на ней ехать. 140 никаких шумов, ни вибраций, не кидает, не шугает. Она спокойно идет, как утюг, блин, по асфальту с скоростью 140-150. То есть, насчет скорости здесь претензий нету. Маневренности тоже претензий нету. Обзор хороший, мне комфортно, мягко, хорошо. Ну и опять же, преимущество комфорта, это, конечно же, шины, сами колеса. Потому что здесь не 17, не 18 катки, здесь 16 катки, 215 на 65, по-моему, профиль, широкопрофильная резина здесь стоит, поэтому мягко и комфортно. Ну, блин, тормоза, конечно, кайф. Будем кататься, будем смотреть, запотеваний, масляных потеков никаких нету, все хорошо с автомобилем. Под капотку там не мыли. Все остальное выясним в процессе. Но все равно машина мне нравится. Ну что в итоге? На первый взгляд, первое впечатление сугубо положительное. Но я надеюсь, они не испортятся, все будет хорошо. Поэтому
по обслуживанию, я не знаю, что снимать с этой машиной. Но обслуживание, что может днище вот обработаем, это и снимем. Особо здесь только видеодневники обслуживания и будут, я надеюсь. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, расскажите о нас друзьям. Счастливо! Ну вот, уже, кстати, прошло пару дней, автомобиль оформлен. Все уже будет под законными номерами. О, и B3, кстати, тут стоит уже практически неделю. И, блин, весь белый, помыть бы его. Ну, скоро и по нем будет сюжет. Уже, как видите, бампер мы навесили, он готов. Хотя, он весь соленый, побелел, но сможем оценить качество ремонта, как многие будут кричать. Ничего на нем не вылезло, уже конец января. Никаких жуков, ничего, уже больше полугода прошло. А это B3, машине 32 года в этом году стукнуло. Поэтому ничего так плохо, как многие думают и считают, что на скорую руку и на пофиг он был сделан.